Всем привет! Куда ни посмотри или кого ни послушай, кругом новости о политике. США вводит против России новые санкции. Россия считает эти санкции незаслуженными и вводит свои контрсанкции и тому подобное. Информация, прямо сказать, не самая увлекательная. Одно и то же изо дня в день. Поэтому политикой заслуженно интересуются далеко не все люди. А самое главное, какие бы санкции ни вводились, у большинства граждан нашей страны после этого жизнь абсолютно не меняется. Поскольку либо они санкции не умеют делать, либо мы просто привыкли выживать в любых условиях. Исходя из того, что санкции не имеют особого эффекта, массовость информации о них, на мой взгляд, связана с тем, что просто кое-кто на этих новостях отлично зарабатывает. Поэтому я не исключаю, что в недалеком будущем, когда заголовки о политике перестанут привлекать достаточное внимание и доходы людей, зарабатывающих на политических новостях, упадут, то для увлечения людей политикой журналисты начнут использовать новые подходы. Так, для привлечения дополнительного внимания людей, средства массовой информации вполне могут перевести описание политических заголовков и событий на язык повседневной жизни обычных людей. В этом виде новость об обвинении Европы и России в отравлении Скрипалей могла бы быть завуалирована, например, в описании семейных отношений и звучать так. Известная европейская актриса подала заявление на развод из-за измены мужа. Муж актрисы утверждает, что его жена все выдумала, факт измены действительно никем не доказан. Либо новость о введении США очередных санкций против России из-за Крыма могла бы быть преподнесена так. Ребенок исключен из детского сада из-за того, что он без разрешения воспитателя построил мостик к чужой песочнице. А новость об обвинении России в новом вмешательстве в выборы США могла бы звучать так. Родитель подозревается в хакерской атаке на сайт школы для поступления своего ребенка. Проводится расследование. И пока эти сомнительно увлекательные информационные перспективы находятся в туманном будущем, мы, обычные граждане, можем уже сейчас нанести политике ответный удар, так сказать, на опережение, а именно начать использовать политические термины в своей жизни. Например, не получилось что-то в семье, на работе, в спортзале или телефон сломался новый, неважно. Расстраиваться в любом случае не стоит, так как в этом во всем санкции виноваты. Друзья, подписывайтесь на канал Castle Storm и ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Смотрите новые видео на канале Castle Storm, чтобы быть в курсе самых интересных событий и не только, с долей авторского юмора. Спасибо всем за внимание, пока!